Сегодня сделаем своими руками универсальный стеклорез, с помощью которого можно делать не только бокалы и стаканы. Эта самоделка режет стеклянные бутылки любой формы. А еще такой бутылкорез может резать стеклянные банки, к примеру, из-под кофе, и даже 3-литровые. Видео вам понравится, поэтому не переключайтесь, будет интересно. В предыдущем ролике, где резал квадратные стеклянные бутылки, я сказал, что такой бутылкорез можно сделать дешевле. Мы провели голосование, и сегодня сделаем бутылкорез, который даже лучше китайского. Стойку и площадку сделаем из металла. Для стойки можно использовать отрезок квадратной или круглой трубы. Ее нужно приварить к пластине. Но сварка есть не у всех, поэтому мой бутылкорез будет разборным. Сделаю его из этой ржавой трубы и куска 14 швеллера. Если у вас завалялся отрезок дюймовой трубы с резьбой на конце и пара гаек, то и вы обойдетесь без сварки. Все, что мне пришлось купить, это вот такой стеклорез. Стоит он меньше $1. Деревянную ручку снимем и заменим ее медной трубкой длиной сантиметра 3-4. С обратной стороны вкрутим болтик, шляпку обрежем. Чтобы стеклорез закрепить внутри трубки, его можно заклепать. Я посажу на клей Поксипол. Пока сохнет клей, можно сделать стойку. Высота китайского бутылкореза сантиметров 20 и 9 отверстий. Моя стойка будет высотой больше 30 сантиметров. Разметим. Отверстие буду делать через 1,5 сантиметра. Сверлить будем под диаметр медной трубки. Есть у меня 2 китайских ступенчатых сверла, но они уже сели. А это российское сверло фирмы Граф все еще держится. Им сегодня и будем сверлить. Теперь сделаем отверстие в швеллере под дюймовую трубу обычной дрелью. Идет на удивление легко и быстро. Осмотрим сверло. Сверло в порядке. Осталось обрезать лишнее и очистить ржавчину. Сквозные отверстия сделал обычным сверлом по диаметру болтика. Китайский бутылкорез зеленый, мой тоже будет зеленым. Красил автомобильным металликом. Через час он высох. Можем собирать наш универсальный стеклорез для бутылок. И вот как он выглядит в сборе. Ну что, приступим к тестам. Если надрез нужно сделать немного выше, можно подложить фанерку. Одной рукой бутылку прижимаем к основанию, другой проворачиваем ее по кругу, прижимая к стеклорезу. Вам будет резать удобнее, потому что не будет мешать видеокамера. Уже сейчас могу сказать, что круглые бутылки резать легче. Но и на плоских бутылках надрезы получаются ровные. Сделаем еще пару надрезов на обрезанных бутылках. А еще попробуем сделать надрез на 3-литровой банке. Кстати, хочу заметить, что банка битая, и я не уверен, что смогу ее разрезать. Но посмотрим. Ну и в заключение сделаем надрез на горлышке бутылки. Китайский бутылкорез этого точно сделать не сможет.
Итак, бутылкорез получился действительно универсальным. Может резать любые гладкие бутылки и банки. Мне он нравится. Если вам тоже нравится, ставьте палец вверх. Китайцы, конечно, молодцы, но мой бутылкорез лучше. Во-первых, он тяжелее. Когда делаешь надрез, бутылкорез иногда немного двигался по столу. Китайский вообще будет ездить. Во-вторых, мой стеклорез выступает дальше от стойки. Благодаря этому можно резать выпуклые и конусные бутылки и даже отрезать горлышко. В-третьих, мой бутылкорез в 20 раз дешевле. В-четвертых, его можно использовать для разметки, вставив вместо стеклореза карандаш. Думаю, и вы в комментариях сможете подбросить идей на тему, где и как его можно использовать. Чтобы разделить бутылку по надрезу, есть масса способов простых и сложных. Простейший способ с YouTube – нагреть бутылку такой горелкой по надрезу и потом окунуть в воду. Попробуем и мы. Перегрел. Еще бутылки греют строительным феном. Не догрел. Еще погреем. Трещина пошла, но не так, как надо. Не знаю, как вы, а я думаю, что у ребят с феном и горелкой далеко не всегда получается идеальный срез. Для первого раза, немного потренировавшись, можно и такие методы использовать. Но я рекомендую греть бутылки локально, только в том месте, где был сделан надрез. Я на пеногазосиликатном блоке закрепил нехромовую спираль и регулирую напряжение с помощью самодельного диммера, который в Китае стоит копейки. Спираль делаю немного красной. Круглые бутылки равномерно вращаем. Надо немного добавить. Срез получается идеальным. С квадратными бутылками почти все так же. Для горлышка бутылки спираль сдвинул к краю. Будет горячо, одену перчатку. Осталась 3-литровая банка с трещиной. Спираль поднимем повыше. Высоковатое напряжение, но уже поздно останавливаться. Несмотря на то, что банка была с трещиной, мы смогли ее разрезать. Это удалим плоскогубцами. Осталось сделать шлифовку края. Шлифовка при изготовлении стеклянной посуды отнимает массу времени. Сравнительно быстро можно выровнять неровности с помощью орбитальной машинки. Шлифовку нужно делать в аспираторе и в проветриваемом помещении. У меня в гараже гуляет сквозняк, потому что с одной стороны открыта дверь, а с другой врата.
Но, как и многие, шлифовку предпочитают делать по старинке. Тещина сковородка, немного воды и наждачка. Я обычно начинаю шлифовать сотой наждачкой, затем более мелкой и заканчиваю тысячной. Обязательно немного сглаживаю края. До прозрачного состояния стекло можно заполировать только со специальной пастой. В общем, минут за 40-45 специально для вас отполировал 2 бокала и 3 стакана. На бокалы потратил минут по 5, срез у них был практически идеальный. На квадратных стаканах осталось несколько маленьких щербинок, которые почти незаметны, но нет у меня больше времени на шлифовку. Несмотря на это, получились отличные стаканы, из которых я бы мог угостить вас не только квасом. Если такие стаканы сделать еще и именными, им вообще бы не было цены. На тему бутылок будет еще 2 ролика. В одном я покажу, как резать бутылки вдоль и по диагонали, а во втором ролике попробуем бутылки плавить и делать из них прикольную посуду. На этом все, дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк или дизлайк и подписаться на мой канал.